Всем привет, дорогие! Доброго вечера и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжим играть с вами в Genshin Impact. Стримов давно не было, я, к сожалению, заболела сразу после выхода Сумеру, и ничего у меня здесь еще не открыто. Один единственный квест, на котором мы остановились в самом начале. Давайте его продолжим. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. У нас часа полтора-два. Где остановимся, там остановимся. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Так. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Что это за звук? Он, похоже, доносится из пещеры. Замечательно, у меня скриншоты отключились. Великолепно. Это Хайпаси? Что с ней? Грибы. Грибы со мной уже не только говорят, но и вышли навстречу. There you are. Hypatia, are you all right? So hungry. Need water. Я ожидала, что будет намного хуже. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Нас накрыло. Hot things out here end up looking like this. What happened? And where are we? Пойман, не волнуйся, этому должно быть объяснение. Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. Безмолвная искательница знаний. Идите вперед, пройдите сквозь чего-то, сквозь дупло. Замечательно, пошли. Мне интересно, мы в этот момент спим или мы просто ходим в бреду? This place is huge. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Illusion shattered. Hold the line. Так, да, грибы. Окей, хорошо. There is no escape.
Грибы прыгают лучше, если их электричеством шарахнуть. Ну, точнее, на грибах прыгаются лучше, если их электричеством шарахнуть. Да в смысле? Замечательно. А почему именно Инадзумский? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Чисто остаточный бред после последних островов. По землям шлемена встречается первобытный янтарь, а также проходы, которые заблокированы. Понятно. Короче, собрать эту штучку, чтобы открыть дверь. Дверь куда, правда, я хрен пойми, но меня куда-то ведет маркер. Я пока ему буду доверять. Добрый вечер. Illusion shattered. Scatter! Allow the uphill battle! Torrent, bring refuge! Time for takeoff. Inazuma shines eternal. Блин. Куда дала ульку? Хрен вообще пойми. Тут уже никого нет. Да подожди! Нет! Там был лут! Отпусти меня отсюда, трава! Ты что? О, нет. Кто так стал? Там был ящик, млять. Верни меня взад. Тихо. Где? А, вот здесь вот, да? Я могу вернуться по-человечески? Ну, хоть на этом спасибо. А то мы тут картошку не подобрали. И 5 гемчиков. Нам еще кусанали тянуть. Нельзя без гемчиков.
Так, это последний, наверное, да? Вдруг. Сим-Сим, откройся, давай. Я, кстати, вспомнила одну вещь, которую нужно сделать. Сейчас мы ее быстренько сделаем и вернемся. Ой, нет, тут походу быстренько не получится. Сейчас мы попробуем сделать так быстро, как получится. Так, где там? Так, почти. Почти. Сейчас мы вернемся к деятельности. О, я сделала все, что должна была сделать. Всем привет, ребят. Вечера вам доброго. Хороший остатков среды. А где ноги? Мать, ты чё? Долго нас будешь плющить-то? What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Так, окей. Такую механику мы уже видели. Как ваш вечер проходит, дорогие? Блин, да в смысле не получается? Во! Цветочек. Исследуйте коридор.
сколько можно это самое перепрыгивать-то? Остановитесь. Well, well, well. Looks like we meet again, traveler. И вам не хворать, вечера доброго. Miss Harold, what are you planning to do in this strange place? Угу. Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Bow before the abyss. Rust and Revit, let's play. Scatter. There is no escape. Think you can get away? Propagate. Now you shall perish. Brace yourselves. Allow me. Да в смысле? Хватит. И ведь взяли одного из самых мерзких сюда поставили, блин. There is no escape. Spring forth. Let's play. У меня у Рейвен автоатака не качанная. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Потому что у нас приход. Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Это не конец. Я еще не нашла своего брата. Your brother. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. Странно. Такое впечатление, что не то окончание услова. Ну ладно. Don't you fret now. Today will be your last. Now die! Что, нас отпустила? Ну ладно, хоть на месте стояли, и то хорошо. Странно. Что это было? На мгновение мне показалось, что я видела сон, но я не могу вспомнить, о чем он был. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Ah, so sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Прости, я немного задумалась.
like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Дайте в воду и сок хайпассии, который находится в полузабытии через некоторое время. Наверное, Who is приходит в there? себя. Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Вы передаете хайпассии письмо Тагнарии. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Это тот круглый малыш, удивительное существо, похожее на капусту. Oh? So you're able to see them too? Рассказывайте пойманной Хайпассии о том, что произошло, когда вы вошли в пещеру. Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Ermin's soul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Какой хороший сосед. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Ermin's soul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach.
Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. All right, we're up, traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. Ты куда ты полезла ты? Так. Сделать бенто. Приготовить еду на костре. All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already washed it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Оп. Наслаждайтесь едой с Хайпаси и после трапезы расскажите ей о своем опыте в Even though everything you связи с mentioned was in Ирминсулом. Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Думаю, я понимаю. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers.
If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Я припоминаю кое-что из своего сна. В нем действительно царила неразбериха. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the God of Wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Спасибо, Хайпаси. Желаю успехов в твоей практике. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Мне безумно нравится, что они, чтобы сидеть, листики под жопу подкладывают. Это так прикольно, типа, чтобы не пачкаться. Повсюду, вот где можно сидеть, господи, в Сумеру, везде листики лежат. На пенечках, на камушках. Прикольно.
Так, нам нужно по пути еще пооткрывать всякие телепортики и так далее. Господи, как я сейчас пересралась. Я не увидела его голову. И думаю, что это вообще стоит, понять не могу вообще. Потому что у меня не качанный у... Господи, какой... Ай, боже мой. У Люмин нужно качать обилки, а книжек нет, а книжки в данже, а данж не открыт, а там вон голда лежит. Просто надо хоть до 6, до 7, наверное, их. Догнать, потому что до Кусанали у меня не будет дендро-персонажа, которого я хочу качать. А Кусанали, походу, будет только через 1,5 патча. Поэтому я тут немного... Я не жалею, что мне приходится играть за Люми. Я люблю за нее играть. Но она у меня обычно в каменной стойке. А тут пришлось мне ее поменять. Так, куда? Сюда. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumero City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumero City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the Academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer.
I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amurta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! But wait, before that... Нужно попрощаться с Калей. That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. Темный и клёвый. Я надеюсь, что мой следующий гарант разобьет он. Просто не было бы у меня сейчас стопроцентного гаранта, я бы покрутила его. Но у меня стопроцентный гарант, я не хочу его тратить, потому что если я потом не выбью архонта, будет плохо, будет грустно. Идем на риск. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Калей, до встречи. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Конечно. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Так, тут хреновинка.
А чем в эту хреновинку бамкнуть? Должна же быть такой стручок. А, блин, вот он. Капец, зеленое на зеленом. Я, конечно же, еще лучника зеленого взяла, что совсем ничего не видеть, наверное. Wouldn't gliding be faster? What a find! I wonder how many bottles this will be worth. Yeah. Brace yourselves. Hold the line. Propagate. Shine down. Типа это вот надо. Добрый вечер. Time for takeoff. Rest and rebuild. Illusion shattered. О, кстати, деревья. А, вон он, блин. Hold the line. Каких-то левых вообще звали. Here we go. Thank Barbados. Wait a minute. Действительно, в этом минуте, Винти, в этом минуте. Так, где черышка висит? Эй, ёпта, деревья. Ёшки-покряшки. Горе. Отпусти. Оставь мох. Let's play. Yahoo! Фига, тут капуста посыпалась из этой самой. Из такого маленького мешка. Так, нет, подождите, мы идем в какую-то определенную нужную нам сторону. Нам нужно вот это вот открыть. Туда мы пока не идем, и никаких квестов мы с собой не берем. А то потом черт ногу сломит, не разберешься, где что заканчивается, где что начинается. Brace yourselves. Scatter!
Ну, проблема в том, что эта зона, как и Надзума, частично закрыта, если не выполнять квесты, поэтому придется сейчас по квестам пока шпарить и особо ничего не лутать, потому что, блин, если сейчас начать лутать, не сделав квестов, запутаешься, что можно открыть, что нельзя открыть. Пока по главному пойдем. А потом надо будет разобраться с этими маленькими созданиями, потому что с ними отдельный квест вроде есть. Так, кочерышку давайте соберем. Вообще достаточно странно, что она... Господи, как ее... Как звали женщину в пещере? Хайпасия. Она его называла либо сосед, либо малыш, но при этом несколько раз мелькнуло название Аранара, при этом про Аранар никто еще ни хрена не рассказывал нормально. И мы даже вопроса об этом не задали. Так. Что-то расцвело резко. Sumeru City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. Ahem. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Услышу я голос божественной мудрости. Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha.
And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. Собака до нас докопалась где-то по пути. Стоит, ждет что-то. А у меня то же самое. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ugh. Paimon's brain is exhausted. Возможно, информацию о маловластительности Кусанари можно получить обходными путями. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Великая властительница Рокхадевата. В сознании возникает множество светящихся точек. Нужно время... Ой-ой-ой, я не успела читать, подожди. Еще я чувствую любовь, тоску, ностальгию, грусть, беспокойство. Предположительно, это все чувства, которые жители Сумеру испытывают по отношению к Дендрархонту. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Почему Акаша не ответила на вопрос? Есть смутное ощущение, что Акаша дает ответы далеко не на все вопросы. Даже если задать один и тот же вопрос, Акаша даст ответ, который будет соответствовать статусу, возрасту и опыту вопрошающего. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Я думаю, малая властительность Кусанари. В моем сознании появилось несколько новых представлений, но в целом не намного больше того, что было известно ранее. You too? Well, glad it's not just Paimon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the Academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's out. На чем бы сэкономить, чтобы сходить в кузницу и выковать новый резной топор? Зачем тебе это? Зачем? Что, топор? Это мое оружие. И пусть сейчас я обычная домохозяйка, но раньше я была пустынником. Это, конечно, величайшая ценность, но лучше быть готовой ко всему. Могу понять. Эх, вот бы у моего никчемного мужа были такие же мозги, как у тебя. Чем больше он заработает, тем больше луков и стрел я смогу купить, чтобы обеспечить для нашей семьи безопасность. Нельзя пренебрегать запасом вооружения и его обслуживанием. Фига ты мощная. Ой, фига на меня урды отсыпала. Нормально вообще. Покопалась в арбузах, взяла капусту. Понятно, почти все, пошли отсюда.
Доска объявлений. Наша госпожа ушла из дома и до сих пор не вернулась. Если вы увидите молодую девушку с каштанными волосами, одетую в голубое платье и фиолетовую накидку, пожалуйста, свяжитесь с домом Хамаяни. За любую помощь вас будет ждать достойная награда. Если же это объявление читаете вы, госпожа, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с нами. Родители очень о вас беспокоятся. Так, пока не буду подбирать, потом сразу все соберу. Здесь ничего не написано. О, глава гильдии Искателей Приключений. Надеюсь, Академия не будет вмешиваться в действия Искателей Приключений. Привет. Привет. Я Камал, глава гильдии Искателей Приключений. Я бывший моряк, поэтому могу дать несколько советов, если решишь отправиться в морское путешествие. А если захочешь побывать в Сумеру где-то еще, я могу показать дорогу. Благодарю. Сумеру стоит на священном дереве. Верхние уровни занимает Академия, а ниже простые жители. Если хочешь роста в учебе или карьере, поднимайся наверх. А если ценишь комфорт и покой, выбирай окрестности Большого базара. К Сумеру прилегает большой участок тропического леса. Его вырастили ученые под руководством Рукхадеваты. А лес помог Сумеру пережить трудные времена. Но заходить вглубь леса плохая идея. Можно столкнуться с дикими зверями и попасть в зону увядания. В случае опасности обязательно зови на помощь лесного дозора. В окрестностях тропического леса есть много мест для отдыха. Например, я никогда это, наверное, не произнесу. Гандхарва, где собираются лесные дозорные, Иванара, а еще тихая деревня Вимара. На юге находится порт Ормос, крупнейший торговый порт Сумеру. Практически все водные пути в город проходят через него. За пределами тропического леса. Двигаясь на запад через караван Рибат, можно добраться до пустыни, где погребен Алый Король. Многие искатели приключений горят желанием там побывать. Но пустыня полна опасностей, даже небольшая песчаная буря может стать серьезным препятствием. Если надумаешь ехать, лучше найти надежного проводника в деревне Ару. Деревня Ару – небольшое поселение в пустыне. Местные очень добры к путешественникам, бродячим исследователям. Кажется, там есть заброшенный медицинский центр, опечатанный Академией. Я знаю, что искатели приключений очень любопытны, и им не нравится, когда Академия или пустынники вмешиваются в их планы. Но это довольно скверное местечко, просто я хочу предостеречь от необдуманных поступков. Серьезно, там есть какая-то заброшенная лаборатория, и я хочу туда. А мне туда дадут зайти? Я там найду себе Дотора? Он выйдет поиграть? Да хватит лезть. Ad Astra Abyssos. Понятно. Ты ничего интересного мне не скажешь. Да в смысле? Капец, двери открываются. Ничего себе технология. А чё все валяется? Dad, let me learn to dance.
Танцуйте. Так. Ближайшее представление — спектакль «Торговец из Уормаса» по произведению шейха Зубаира. Специальное представление сегодня вечером «Легенда о рыцаре цветов» в главной роли Нилу. На этой неделе зрителей ждет множество интересных представлений. Мы рады увидеть вас в нашем театре. Представление было одобрено Академией, однако перед второй проверкой необходимо внести репертуар для доработок, чтобы спектакли источали больше мудрости. Ну да, конечно. Так, я полагаю, что нам пока сюда рано. Куда там шпилить-то надо? Сколько еще идти? Что тут пожрать можно или не дают? Тут можно войти в кафе. Я никогда не дойду до мужика. Блин, как прикольно. А мне в чайник такой дадут? А ковер мне в чайник такой дадут? Сегодняшний кофе на вкус такой же, как и вчера. Ты в порядке? Неплохо. Как говорят местные, довольно неплохо. Все любят тишину и покой. Я к этому не привык, но мне грех жаловаться. Дни проходят в праздном безделье за чашкой кофе и тянутся больше, чем во времена бригады 30. А заместитель директора каждый день варит один и тот же кофе и твердит, что мне давно пора наравне с местными ощущать вкус спокойствия. Вероятно, этот день когда-нибудь настанет. Отставка — это не так уж плохо. Да, я тоже недавно это понял. Возможно, пришло время попрощаться со старой, наполненной сражениями жизнью. Музыка какая клевая. Добро пожаловать. Чашка хорошего кофе зарядит вас энергией на весь день. Насчет кошки. Ах, вы заметили, это Гата. А Гате еще и года нет. Весьма любопытный котенок. Всегда приходит посмотреть на молку кофе на наших гостей. Можешь погладить, если хочешь. У нее очень нежная и приятная на ощупь шерстка. Она обязательно замурлыкает. Серьезно, игра издевается надо мной? Куча народу пишет о том, что в игре не хватает возможности гладить кошек. И мне такой НПЦ: погладь кошку, а при этом кошку гладить нельзя. Ух ты. Вижу, ты, похоже, любишь кошек. Поделюсь с тобой секретом. Гетте больше нравится пицца, чем рыба. Если она согласится поесть мясо... Фу, пицца, говорю, птица. Я уже все. Мясо птицы с ваших рук, то вы непременно подружитесь. Но я не могу взаимодействовать с кошкой. Издевательство какое. Самопровозглашенный миллионер. С деньгами все становится намного проще. Вы... Я потомок древнего аристократического рода пустыни, и мое имя синоним слова «богатство». Так жаль, что кроме ученых в Ухумане никто не понимает важности этого положения. Сегодняшние городские жители... Вопрос не только в деньгах, но и в накопленной мудрости и отваге. Наследие Рукхадеваты или реликвии Алого Короля в моих закромах можно найти все, что угодно. Наследие
оставленное моими предками, продолжит процветать в моих руках. Смотри, а то все состояние промотаешь. Да не переживай. В своем-то состоянии промотать все не так просто. Даже если останется только половина, все равно еще 3 раза можно будет биржу по кругу обойти. Видишь эту реликвию? У меня дома таких завались. Бери, не стесняйся. Фига, он мне фиолетовый цветок дал. С какой-то хренью. Ладно, давайте пока выйдем. Мы не шли ни сюда. Но, кстати, для новых аккаунтов, то есть для маленького аккаунта, зайти сюда, получить фиолетовый цветок, хоть с чем-то, это на самом деле неплохо. Может быть, там еще кто-то раздает артефакты. Надо будет поговорить со всеми остальными попозже. То я так никогда не сделаю основной квест, и часть Сумеру так и останется закрытой. Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Похоже, возникло недопонимание. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать академический вопрос. Here! This is a letter from Tainari! Oh, let me see. Ah! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So, you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Так это и есть твоя область знаний? Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. На самом деле есть еще один знакомый. Huh?
Like who? К звездам и безднам. Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Опять эти усы. Ты успел про них забыть? Как ты мог про них забыть? Хочешь, я тебе буду присылать их по утрам? Такие зашибенные усы. Так, где там Катерина была? Где-то там. Или не там? А, нет, там. Ad Astra Abyssosk. Hello, traveler in Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. Ну, ты же сказала, этот самый. Я думала, тебе понравились усы, и они тебя будут радовать по утрам. Ну, не хочешь по утрам, могу присылать по вечерам. Спасибо, Катерина. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. All right, off to the Citadel of Rexar we go! It's called being a freelancer. Old folks just don't get it. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so.
The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Выйди из цитадели, расспрашивать несколько прохожих по пути. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Пайман знала, где пизднуть. Орать на весь рынок, а тебя обязательно кто-нибудь услышит. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? Это они на доске I'm писали. afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Можешь рассказать? Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand?
She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. История напоминает историю одного из персонажей World of Warcraft, когда Арчиху очень слабую вытурили, этот самый, ну, которая в силу болезни считалась позором для клана, если мне память не изменяет, ее вытурили набрать каких-то предметов, которые помогут, типа, исцелить ее болезнь. Она пока собирала все эти какие-то там кишки монстров и рога чертей и притащила все это в итоге этой шаманке. И шаманка ей сказала: ну ты и так уже, типа, достаточно умелая, сильная и больше не больная. Как бы все, что ты пережила в приключении, это позволила тебе стать той, кем ты должна была быть от рождения. Типа, ну, в общем, смысл в самом путешествии, а не в финале в какой-то награде и так далее. В опыте. Поистине удивительная легенда. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way. It seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, Ну вот, ее уже ищут. Ходишь про нее на доске It написано. seems something's come up now. Let's chat another day. Hey, wait! What the heck just happened? Вообще, Паймон поразительно запоминает все имена. Я очень плохо, например, имена запоминаю. Кажется, это связано с теми людьми. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. На весь ивент жалуется, что Вараньяк сложные имена, и она не может их запомнить. Что там за имена такие, если она не может их запомнить? Если она Дунирзаду сразу запомнила. Я до сих пор не уверен, что я правильно сказала. Ух ты, сумка. Ну, прикольный, смотрите. Как на рынке. Я, если честно, давно на таких рынках не была. Это откуда-то из детства прям воспоминания Activated. Мне кажется, их сейчас почти не осталось тоже. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Главное, It's смотри you где. two. Oh, you startled me there.
You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there's some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Надо найти укрытие. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Господи, на моей ноге спит собака, она у меня затекла нога. Это ужасно. Поэтому я буду тут кряхтеть и скрипеть коленями. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you.
Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. Кто-то решает проблему с помощью беседы. Они реликты. Денерзада, ты в порядке? I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. У меня отдыхи такой какой-то, не знаю, даже такой вайп ощущение, как от Хоук из второй Драгонайки. Чем-то она мне напоминает, не знаю, чем даже, не могу объяснить. Просто когда на нее смотрю, постоянно ее вспоминаю. Даже если ты ученый, все равно у тебя должна быть твоя собственная жизнь. Ты ученый? К сожалению, да. Но, к великому счастью, в отличие от своих коллег, понимаю одну простую истину. Наука — это не вся жизнь. Если целыми днями работаете, не покладая рук, то какими бы выдающимися ни были результаты твоих исследований, жизнь все равно пройдет мимо тебя. Поэтому нужно побольше общаться с теми, кто рядом, болтать о том, о сём. Только так можно сохранить гармонию тела и духа. Хотя из-за того, что мне придется поработать допоздна, с удвоенным усердием, но с другой стороны, днем все равно ученики вечно отвлекают своими вопросами, так что лучше уж позаниматься исследованием ночью в тишине. Не знаю, почему это просто моя жизненная кредо, наверное. Очень понимаю этого товарища. Не забывай о здоровье. Эх, это верно. Я понимаю, что но я не могу отдать всю свою жизнь исследованиям. Ну ничего, буду пить больше молока и следить за качеством сна. И ты тоже не забывай. Молочка отсюда. За качеством сна следить очень важно. Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Блин, забыл авто включить. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Не стоит беспокоиться, мы неприхотливы в еде. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry.
Paimon will pass. Тут редкий случай, когда Паймон придирается к еде. Hey, come on! Paimon has personal preferences too, you know. После того, как Дехи сделала заказ, вы продолжаете беседу. We asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumero city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Tevat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Tevat. Думаешь, голос, который ты слышала, это была малая властительница Кусанали? Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumero. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumero's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding.
They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day, but I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Можно нам с тобой? But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Здорово, подруга. Что будешь сегодня есть? Если не знаешь, что... Бля... Между прочим, посуду в таверне только что сменили на новую. Это, конечно, очень радует. Тиранозавр вечер. Доброго тебе. Надо глянуть меню. Вот, держи. Здесь все вкусное. Просто пальчики оближешь. Что дают? Рецепты дают. Рецепты мы любим. Шаурма. Голые бобы. Они раздели бобы. Какая музыка прикольная. Очень классно все сделано, прям. Может быть, я просто скучаю по таким местам. Я реально очень давно не была в каких подобных кафешках. Блин, круто такой большой диван.
как показалось. Надо было в другую дверь идти. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumera City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Да, вообще-то нет. Oh, really? Well, that's okay. You're still invited to the Sabzerus festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Если жаба существа мудрости, идите за ним. Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Почему никто не решил этот вопрос? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sabzerus festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. With the Mora she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sabzerus, the most important performance at the Sabzerus festival. Dunyarzad, have you told them the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sabzerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Звучит немного грустно. Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance.
This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the Divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Patisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real Patisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Patisaras in memory of the Goddess of Flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Patisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Ты просто хочешь посмотреть танец Нилу, да? Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. So how about we all attend the Sabzeruz festival together? Договорились. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. Умари. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Замечательно. Что, прямо и сундук тут не положили? Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. 2 things that the academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Ну да, конечно. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Действительно. Ah, dancing at the Sabzeruz festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sabzeruz festival has been losing its appeal over the years.
That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Is there no future for me? Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Tevat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Tevat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? Тебе тоже нравится Subzerus? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. There's something really different about Catherine today. Hey, Traveler. Paimon. Oh, hey, Dia! What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that! It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. А Dunyarzada? My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest.
After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Rexar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. Последние несколько патчей очень сильно, ну, как бы акцентируют внимание у Катерины на ее спине, что у нее там отверстие для ключа. Если раньше были только догадки о том, что Катерина какая-то робот, марионетка, кукла, то, ну, последние несколько патчей явно видно, что она именно какой-то искусственный интеллект, по ходу дела, марионетка, там, ну, такого плана, короче, создания. И дело в том, что среди Фатуи есть девочка, которая занимается марионетками. И тут, собственно, вопрос в том, что у этой девочки может быть шпионы по всему Тивату, просто в самой главной гильдии. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Она смущена. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Oh, hey, Chief. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumera City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha
knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Почему? Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia! And you too, Osfond! Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. Мы вернемся ко времени. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zerus Festival. Так, и у нас появился квест для Клеи. Сколько он еще? 27 дней. Пока можно не бежать туда, сломя голову. Господи, собака куда-то пошел. Я надеюсь в тот факт, что он спал на стойке микрофона и не давал шумов. Да, я только что только об этом подумала. Так, это кузнец. А тут что продают? Фруктами. Странно, что он продает фрукты и овощи. На прилавках у него тарелки. Сделали бы ему хоть эту... Как это сказать-то? Лавку соответствующую. Так, я хочу залезть наверх дерева, потому что там по-любому есть лут. Here we go. Вообще, в принципе, с одной стороны интересно, с другой мы как бы сегодня только сюжет просто и слушали. Просто слушали. Достаточно много времени ушло. И это еще как бы не конец, нам еще слушать и слушать.
Блин, упал. Wouldn't gliding be faster? Очень по-волжски выглядит архитектура, на самом деле. Но мне нравится. Wouldn't gliding be faster? Так, да. Что-то я уже спать хочу. Сейчас на дерево залезем. И данж откроем. И надо заканчивать. Вечер добрый, ребята. Хорошей ночи. Что такое? Смотришь на ак или только за донат? Да посмотреть-то я могу. Ну, как бы... Не так, чтобы я была сильным специалистом в цифрах. Ну, что-то я сказать, конечно, по этому поводу могу. Так, где-то тут что-то должно быть, по-любому можно полутать. Так, а вот и оно. Я знаю, что Бокину надо новую пушку, а Моне что-то другое. Сейчас, секунду, подберем вот здесь вот. Сейчас посмотрим, что там есть. Я и попугай. Блин, у меня скриншоты отвалились. Ёшки-макарёшки. Я должна сфоткать замечательные фотки. Так, давай посмотрим, что там. Залезть на ту ветку, дадут ачивку, где птичка сидит. Сейчас залезем, почему бы и нет. Даже если ничего не дадут, все равно залезем. Ой, 9 потеряли. Подпись одобряю очень сильно. О, БД 90 уровня, это уважение, конечно. Я своего никак не докачаю. Я постоянно забываю о том, что Беннет существует. Я человек, у которого Беннета не было 57 рангов. Я просто постоянно забываю, что он у меня теперь есть. Фига, вот эта защита ты тут накропал. $46 на 170. Критов, ну, шанс крита я побольше собрала. Про установку, правда, ничего не скажу. У меня просто моя геопачка ультует по откату. Я не помню даже, сколько у них восстановок, если честно. Надо сейчас посмотреть. Вообще 3К было. А с чем он у тебя? А, с тенью. 4-го. У меня, по-моему, только 3-го. Ой, а чё так?
Тут, конечно, бы золотой. Я понимаю, что, скорее всего, из-за бонуса сета ты надел фиолетовый. Ну, кубок вообще сетовый очень сложно выбить. У меня сетовый кубок есть очень мало у кого вообще. На Дюлька оставить прототип 5-й пробуды или поставить волчью? Сложный вопрос. Ну, я бы поставила волчью. Но это я, это мои ресурсы и мои, как бы, эти самые... Мало того, что нужны статы, так еще и криты. Ну да, я согласна, статы тут... тут неплохо. Но сетовый кубок, вот кубок чаще всего ансетовый собирают просто. Мне кажется, проще выбить шапку. Ну, в целом это неплохо выглядит. Я тебе просто могу показать своего. Сейчас мы тут закроем секунду. Я просто каменный этот самый. Я каменный маньяк. У меня за... Фига, у меня 2900. Откуда я столько защиты взяла? Сама удивилась, короче. Но у меня, видишь, немногим лучше, на самом деле, пустота. Ни хрена не легче. Но на самом деле реально рандом очень сильный в Геншине. Мне вот проще выбить постоянно сетовую шапку, чем сетовый кубок. Мне 124, ну, кстати, в принципе, реально почти такой же, только у тебя урона поменьше из-за кубка. Но у меня здесь нет полного сета, но я с этим... Короче, те сетовые части, что мне нападали, мне не нравится с ними как-то импакта меньше, чем с солянкой. У меня вот это мое любимое чудовище. Он мне очень сильно поднимает урон, в принципе, в геопачке, поэтому... У меня вот где-то он не докачанный ни хрена вообще. Так, давай вернемся к твоему аку. Я просто посмотрел, вот что у меня на это происходит. Да что ж такое, что постоянно девятка не копирует? Непонятно. А почему, кстати, сумерки, а не этот... Не фавония? У тебя нет фавония или у тебя хватает восстановы, чтобы это все ультовало? Типа тебе он не нужен? Ого, вот эта шапка. Я этот сет вообще, по-моему, видел. Мне выпадал только один раз. Фавония нету. Это, конечно, грустно.
Я не знаю, я просто вот этот сет, этот, у меня было всего, наверное, 2 или 3 предмета с него вообще, короче. Редко так его встречаю. Но с учетом того, что он физушный, как бы я бы его 2+2, наверное, на эту... Если когда-нибудь у меня будет Иола. Ой. А тут что-то грустно. У него C4 такое офигенное. Но у меня вот только C2 нападало, короче, с первого баннера. И я больше баннеры-то не крутила, потому что, блин, конста вылетит. Что с ней делать? Крутки только просрешь. Грустно. Гора вообще очень редко падает. Это какой-то невероятный по редкости персонаж. Ну, здесь чуть поднять можно, в принципе. Тебе очень, как бы, у тебя неплохо тем, что у тебя вот прям этот кокон сладких грез прям хорошо нападан. Прикольный, в принципе, статус. О боже. Вот это сильно сейчас. Ты с этим дедом можешь против ядерного взрыва выйти. Я смотрю, кокона много было. Но ему миллилит бы дособрать на самом деле. Дед в миллилите красиво смотрится. Нифига. Вот это прокнуло здесь. Вот это перо. Да, тут защита, конечно, напрягла от души. Я на Кока ходила вот с тех пор, как данж вышел, я в него стабильно захожу. Потому что, ну, я играю фул гео пачкой. И у меня за все это время ни разу мне не выпал кубок на гео урон из этого сета. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Да. Ну, с одной стороны, знаешь, вот этот дед прикольный, но мне кажется, столько хп просто не надо. То есть у меня сколько, что-то в районе 30 тысяч хп ему хватает, чтобы выдерживать какой-то невероятный урон в бездне. И то есть я давать, ну, это лично мое мнение, как бы, то есть вот это перекач. Но если тебе так нравится, если тебе нужно столько, то есть я, как бы, мое мнение не может быть истиной в последней инстанции, как бы. Но я считаю, что ему можно поменьше собирать хп. Я полагаю, кисть тоже ради хп стоит.
У меня щит заканчивается, просто заканчивается. Я такое люблю. Ну, мой щит стоит... То есть он спокойно выдерживает этих вот хиличурлов в бездне. Я могу спокойно стоять под механизмами. И... Ну, то есть мне хватает. Он не падает, он не лопается. Я его ставлю по откату. То есть вот как колонна откатилась, ставлю новый. То есть он не лопается раньше времени. Но тут уже зависит, на самом деле, реально, если тебе нужно столько хп у деда, то оно того стоит. Что ты боишься от волков? Я волков, когда в бездне были волки, я их забивала уроном чисто. То есть я ходила на них фулл гел пачкой и просто забивала уроном раньше, чем они успевали меня убить. Но это было предприятие такое себе. Потому что там, по-моему, за ними еще была комната, и дальше уже вступало в силу то, что щиты должны стоять по откату. Одна ошибка, и 150 хп у Ита превращаются в мертвого Ита. Мона. А что у Моны с шансом крита, Господь? Просто Омен? Ну, тогда да. А если честно, Мона у меня тоже выпала очень поздно. Я в ней не разбиралась особо. У нее Омен от шанса крита не зависит только от крита. Я, честно, просто... Все самые одни из самых полезных персонажей в игре мне выпали где-то в районе 57-го ранга. То есть я ими никогда не пользовалась. И как бы разбираться в персонаже, которого у тебя просто нет, я не видела смысла. Я весь контент прошла, у меня вместо Джун-Ли была Диона. Но она и секретует хоть раз в год, но 50к. Ну, в принципе, тоже вариант. Ну, я бы все-таки попробовал, конечно, бы шанса крита побольше собрать. Но тут уж хозяин-барин. Книжка вообще прикольная, с одной стороны, с другой мне, знаешь, что не нравится? Мне в ней не нравится, что вот это вот облачко, которое собирается, оно иногда не в попад что-то разбивает, откуда куда-то этот урон выстреливает. А еще с ней критов не дособрать. У меня тоже она есть, и я ее даже прокачала, но, блин, не пользуюсь. Тоже гидроурон. А уже с этого, и неужели на гидроурон прям золотого совсем нет? На эпос, ну, можно на эпос, если есть, как там песня Странника он называется, не помню. Неплохой книжка. Пророчество потопа я что-то даже не читала. У меня на C1 выпало на последнем этом, на Кадзухе, короче. И что-то даже не читала название. Почитала обилку.
Ну, здесь я бы реально попробовала бы, конечно, статы уравновесить. Ну, я, честно, не знаю, сколько она способна выдать с такими статами. Но там это уже, собственно, по возможности, потому что там у тебя, что выпадает, это всегда вопрос. Так, вот этого гражданина хорошего я очень недолюбливаю. Я в нем разбираюсь плохонько. Это моя первая лего, которая выпала мне в 2020 году на первом баннере, и которого я очень сильно не люблю. Вот тут явно не добавил. Вот этот персонаж, насколько я знаю, у него критануть вообще проблема. Тут надо добирать статы. Как бы я слышала, очень много жалуются люди на то, что Тарталия не критует. Я не знаю, это какой-то мем уже, по-моему. Казахи не можешь выбить. Я просто, знаешь, чего? Как бы, мне очень помогло осознание факта одного. Характеристики, то есть, как сказать, солянка из артефактов с хорошими характеристиками всегда лучше, чем сет с плохими. То есть, если у тебя в сете недобор по характеристикам, то бонус сета часто не роляет. Я, когда начала перестала гоняться за сетами и начала собирать в более или менее какие-то криволинейные, но хоть какие-то характеристики из солянок, мне стало намного проще играть. У меня сейчас сет носит просто минимальное количество персонажей. И игра стала приятней, когда я перестала гоняться за сетами. Потому что с моим еще везением на артах это превращалось просто в цирк. А так чуть-чуть отсюда, чуть-чуть оттуда. Десять не слабо. Просто, может, даже если ты ему соберешь там, хотя бы оставишь ему 2 куска глубины, добьешь там каким-нибудь гладиатором, может быть, даже получше будет. Честно, ну как бы это твои ресурсы, твоя игра, если тебе комфортно, то играй как есть. Но я вот говорю, что мне стало приятнее и легче играть, когда я начала собирать солянки в случае отсутствия сета. У меня вопрос. Смотрите, за 90 гарантированно дают 5-звездочного персонажа. А если я крутил каждый раз все по очереди, мне же все равно когда-нибудь 90 крутка дадут что-то. Да, тебе дадут обязательно. Смотри, на каждом баннере, ну вот есть за синие молитвы и за розовенькие. На каждом из них свой гарант в 90. Ну, это понятно. Смотри, если сейчас в данном баннере ты открутишь... Кто у нас сейчас на баннере? Да, Тигнари. Если ты на Тигнаре, допустим, открутишь 80 круток, и баннер Тигнари закончится. Следующий баннер будет, допустим, с Ганьюй. То есть
вот эти 80 круток, которые ты открутишь на Тигнаре, они тебе перенесутся в баннер Ганьюй. То есть на баннере Ганьюй тебе нужно будет вложить максимум 10 круток для того, чтобы получить гарантированный персонаж. То есть этот гарант, он сохраняется, но только на персонажных баннерах. То есть твои 90 круток никуда не денутся. Они будут тебя преследовать, если ты там будешь 3 баннера крутить там по чуть-чуть, по 30 круток в каждый, тебе на третьем упадет обязательно легендарка. И есть еще такая вещь, как 50 на 50. То есть сейчас ты можешь, допустим, если ты крутишь, у тебя до этого круток не было никаких, ты крутишь Тигнари, у тебя есть шанс выбить либо Тигнари, либо персонажа со стандартного баннера. Ну, здесь, кстати, на самом деле это очень здорово сделано, потому что я играла в другие гачи. Во многих гачах такого нет. То есть ты откручиваешь там, допустим, 100 молитв гарант, ты откручиваешь 90 молитв, не успеваешь докопить 10 до конца баннера, и все это теряешь к чертям собачьим. В Геншине вот в плане переноса гарантированных молитв это очень круто сделано. Так, вот, но есть 50 на 50, потому что, смотри, если у тебя ничего не было откручено, у тебя сейчас есть шанс выбить Тигнарий, либо кого-то из стандартного баннера. То есть в стандартном баннере есть залоченные персонажи. Это Дилюк, Джин, Цици, Мона. По-моему, все. Кэтсин еще есть. Кэтсин. То есть у тебя есть шанс выбить либо ивентового персонажа, либо стандартного. То есть если тебе падает, допустим, вместо персонажа, который на баннере, тебе падает кто-то из стандарта, ты теряешь, то есть крутки теряются, то есть ты легу получил. Но не получил персонажа с баннера. И тебе придется крутить еще максимум как бы 90 круток для того, чтобы получить персонажа с баннера. Потому что если ты проигрываешь 50 на 50 шанс, следующий, кто выпадет тебе после персонажа со стандартного баннера, всегда будет ивентовый. То есть если ты, допустим, сейчас на Тигнаре проиграешь, тебе выпадет Дилюк, а потом будешь крутить ту же самую Ганьюй в следующем баннере, тебе 100% выпадет Ганьюй, и там вариантов уже не будет. Спасибо. Это тоже нужно учитывать, поэтому люди, которые 100% хотят определенный персонаж, они собирают не один гарант, а 2, если у них нет, ну, последняя лего была не ивентовая. Система, кажется, изначально, ну, когда только первый раз с ней сталкиваешься, кажется не очень понятным, потом привыкаешь. У казахов тут красиво. Какой он лев? Я, возможно, очень запутанно это все сказала, потому что я уже плохо что-то соображаю. На ночь глядя. Ну, в целом, казаха по статам не очень важно, ему важнее сам сет.
Грустный бонус по нему урона. Спокойной ночи. Понял, это хорошо, что понял. Я просто, мне показалось, что я очень запутанно как-то это все сказала. Ну, Казуха хорош, но он достаточно неприхотлив в целом, в принципе. Еще один персонаж, которого у меня нет, который мне выпадет явно только, я не знаю, моим внукам, наверное. Потому что мне с ним капитально не везет. Так, тут у нас всадник апокалипсиса. Что с всадником апокалипсиса? 67/95. Тут я бы тоже поправила. Честно, просто сянка способна выдавать такой урон. О, красиво. Еще по поводу, что есть еще одна истина, которая меня постигла, помимо ансетовых предметов, это уровень оружия. Лучше недокачанный персонаж, чем недокачанное оружие. Так что, ну, вилку тут надо поднять. Часики от Букина стоят. Фига часики. Вот это да. Мне вот этот кубок падает исключительно только на физический или на физический урон, или на силу атаки. Ни на что другое этих кубков я в жизни своей не видела. Так что тут повезло. Нифига. Вот это круто. Это цветок для Ита был, возможно. Смотри, как красиво. Реально для Ита красиво. Просто все. Ну, хотя сила атаки для Ита, наверное, не самый вариант, но все остальное вообще красиво. Не, на самом деле арты неплохие. Сянки, кстати, можно, господи, эмблему собрать, а не этот... Не знать. У нас эмблема и прикольно. Я, кстати, ну, мне кажется, что данж с эмблемой один из самых клевых. Почему? Потому что эмблема встанет на много саппортов, а Семенева, она примерно так же, тот самый, например, такая же, как Гладиатор, и встает во много солянок, хотя ДДшникам, поэтому там шанс заскамиться, на мой взгляд, ниже, чем во всех остальных, просто потому что оба сета можно куда-то применить. Но, как бы это... В отличие от того же Кокона Грез, ну, я на Кокон хожу просто потому, что у меня очень много персонажей, которые могут из него что-то делать, и у меня просто выбора особо нет. Но в Коконе второй сет, который очень мало где тебе пригодится. То же самое в данже с Алой Ведьмой. Второй сет очень мало где пригодится. Но с Алой Ведьмой сейчас решили проблему тем, что она крафтится просто. Но я просто привожу пример с тем, что данж Семеневы, по-моему, вполне себе симпатичный. Решил пока становиться на знать. Самый имбовый сет, поэтому я думаю, там шансы скручены. Может быть, но у меня в целом с эмблемы падают неплохие предметы. Ну, не самые худшие, так скажем.
Ой, тут грустно. Ну, если она у тебя саппортит, то в целом не так плохо, но я бы реально выправила просто эти немножечко статы. Хотя у моей Сяньки тоже не весь что накручено. Ну, тут есть что покачать. Ну, в целом, в принципе, не самый плохой вариант. Ну, Беннет это красиво. С5 неплохо. Я, по-моему, С2. Тут еще просто смотри, если ты используешь их в одном... Господи, в одной пачке, то есть если Беннет и Сянка в одном месте, то 2 сета знати им как бы не мать. Хотя тут, получается, сет собирается только у Беннета, да? Если это его часы. Если им часы поменять, то у Сянки там еще эмблема соберется, нет? С8 вообще. Ну, у меня Беннета мало. Я говорю, я вот на 57-м ранге получил и забываю, что он есть. Это на самом деле очень плохо, потому что он очень клевый. Benny's adventure team, assemble! Восстановы прям чуть-чуть не хватило. Физуру. Баф не стакается разве? От эмблемы... Господи... По-моему, от сета не стакается. По-моему, их всегда одевают один на пати. Активация взрыва стихии увеличивает силу атаки всех членов отряда на 20% в течение 12 секунд. То есть он и так бафает всех членов отряда, то есть он работает на всех и, по-моему, не стакается от него баф. Но это на самом деле нужно задать вопрос этот самый, как бы почитать, но если мне память не изменяет, он не стакается. Потому что я как бы сколько смотрю, люди, ну, как бы говорят, что один вот этот вот сет знати, типа один на команду. Сайн хочешь? Ну так у тебя есть еще шанс накопить на Сайна. Че по круткам-то? Он выйдет только в 3.1, получается. Сейчас еще, пока вот Ганью будет, сейчас еще сколько там, неделю-две. Можно пособирать. Ну, в целом, мне кажется, мир ты ими как бы закрываешь нормально для бездны. Ну, лично мне кажется, себе с этими вот
с балансом статов нужно поработать в этом плане. И посмотри, попробуй. То есть, может быть, тебе, скорее всего, не нужно будет качать какие-то новые артефакты. Попробуй на каком-нибудь персонаже собрать солянку из того, что у тебя есть. И сравни, как он будет играться, то есть лично для тебя. Потому что лично, ну, как бы я предпочитаю собирать солянку, нежели полный сет. Ну, в случае отсутствия, конечно, сетов. На мой взгляд, так приятнее играть. Не знаю, как правильно распределить смолу. Либо таланты сянки, либо арты сянки, либо арты сайна, либо книжки сайна. Ну, тут на самом деле тебе поможет просто сесть и подумать, кем, сколько у тебя времени есть до сайна. Допустим, если ты сянкой пользуешься сейчас, и она позволит тебе закрыть, допустим, ну, бездну, завтра бездна откатится, до какого-то этажа получить дополнительные гемы, то, скорее всего, докачать сянку тебе будет выгоднее. Тебе просто нужно посмотреть, в какие дни, что для сянки тебе нужно собрать, подобрать к ним смолу, потому что, на мой взгляд, за неделю ты хотя бы, ну, как бы докачать более или менее ей обилки сможешь и чуть подсобрать сет за неделю реально. То есть у тебя до сайна еще есть время. Я бы на сайна начала копить где-то хотя бы недели за 2 можно собрать предметов на персонаж. А пока можно покачать сянку. Ну подожди, Сайна же был. Сейчас же еще будет Ганьюй 2-3 недели перед Сайной, или что? Или я где-то попуталась во времени? 8 дней Тигнари еще. Потом, получается, 2 недели как минимум Ганька. Ну вот ты пока баннер Тигнари есть, сможешь Сайна... О, фу, господи, Сянку, да, этот самый, более или менее поднять, а потом можно начать на Сайна накапливать. Из особых ресурсов мне только и надо, что арты и книги. Талант. Ну, как бы я попробовала бы реально сначала распределить на сянку, докачать ее, потому что у тебя там не так много докачивать, по сути своей. Вот до конца баннера Тигнари, а за баннер Ганьюй можно было бы уже на Сайна подкапливать чуть-чуть. Пожалуйста, я вообще надеюсь, что тебе это хоть чем-то поможет, потому что я не такой, чтобы... Ах ты, молодец. Бездну закрыла, и ладно. Здорово, попугай.
Красивенько. Спокойной ночи. Удачи тебе на артефактах и в прокачке. Надеюсь, хоть чем-то помогла. Так, где тут петух? Петух, это, конечно, интересно. Ну чё, нам вот сюда нужно пробраться сейчас. Чего? В смысле? А, я к статуе прилипал, понятно. Уронуги. Wouldn't gliding be faster? Wouldn't gliding be faster? Brace yourself. Think you can get away? Propagate! Rest and rebuild! Yeah! Ha! Ah! Shine down! Ha!
Так, что из этого надо мне решать? Allow me. Всё. Меня это куда-то должно привести. Один друг. Так, эти книжечки нам не нужны. Вроде как. Нам нужны с колокольчиками, а они будут как раз завтра. Ну вот завтра и сходим за ними. Let's move out. Уведомления о недавних проявлениях огромных тигров. Убедительно просим не ходить после наступления темноты по окрестностям. Известно... Бля, забыла. Не оставляйте... Ну, короче, что тигр здесь появляется, и не оставляйте его мясо. Накормив тигра, вы не обезопасите себя, скорее наоборот. Это побудит его остаться тут надолго. Забываю авто выключать, потому что когда они говорят, это удобно слушать, а когда нужно читать, неудобно. Потому что я не успеваю. О, попугай. И все покатилось, да? Повезло. Самые быстрые загребушки во всем Тивате. Так, это мы открыли. Блин, тут еще открывать и открывать уже поздно. Я хотела еще полчаса назад, если не больше, этот самый завязывает с этой фигней. Давайте на сегодня все. Ссылочка на весь плейлист
обязательно будет в описании. Есть также плейлист с игрой на новом аккаунте. Я там играю только на стандартных на легах и вообще, в принципе, на персах, которые падают со стандартного баннера. У меня там небольшой челлендж, плюс я стараюсь там чисто сюжет проходить и собирать интересное. Вот. Кому интересно, все соцсети, опять же, тоже в описании. Есть Telegram, есть сервер Дискорда, где много народу, в принципе, играет, и всегда есть с кем побеседовать. Но сервер не только по Геншину, поэтому, возможно, что-то еще вы для себя там найдете. Все. Зачем? Все. Постараюсь завтра продолжить, но опять же ничего не обещаю, потому что у меня со временем на стримы иногда бывает скудно очень. Может быть, не вечером, а с утра или днем поиграть пару часиков удастся. Посмотрим, что будет. Всем хорошей ночи. Пока-пока.